Игорь ненавидел свою тещу Веру Петровну с того самого дня, как впервые переступил порог ее квартиры. Ее острый язык мог превратить любой разговор в поле боя, а язвительные замечания о его работе, машине или даже том, как он держит вилку, давно стали частью семейных ужинов. Но хуже всего было то, как она вмешивалась в их с Леной брак. «Ты могла бы найти кого-то получше», – бросала Вера Петровна своей дочери, когда думала, что Игорь не слышит. А он слышал. Каждый раз. И каждый раз это было как удар под дых. Лена, его жена, только отмахивалась. «Маму не переделаешь, Игорек, ты привыкнешь». Но он не привык. 3 года брака, а теща оставалась занозой, которую он не мог вытащить. Он даже подумывал о разводе, но Лена была для него всем. Мягкая, добрая, полная противоположность своей матери. Ради нее он терпел. Все изменилось в один дождливый октябрьский вечер. Игорь возвращался с работы позже обычного, усталый и злой после очередной выволочки от начальства. Проезжая мимо кафе «Огонек» на соседней улице, он заметил знакомую фигуру в окне. Вера Петровна сидела за столиком у окна, напротив какого-то мужчины в темном пальто. Ее лицо было напряженным, губы сжаты в тонкую линию. Она что-то говорила, а потом сунула ему толстый конверт через стол. Мужчина быстро спрятал его в карман и ушел, не оглядываясь. Игорь затормозил так резко, что машина за ним возмущенно загудела. Что это было? Теща, которая вечно жаловалась на свою скромную пенсию, передает пачку денег какому-то типу в кафе. Он выключил двигатель и просидел в машине еще минут 10, наблюдая, как Вера Петровна допивает чай и уходит, натянув капюшон. Мысли в голове крутились, как ураган. Может, она влезла в долги? Или хуже того, крутит роман на стороне, позоря память покойного тестя, которого Лена до сих пор вспоминала со слезами. Игорь скрипнул зубами. Это был шанс. Шанс доказать, что Вера Петровна вовсе не святая, какой ее считает Лена. На следующий день он начал следить. Сначала это было несложно. Теща ходила по привычному маршруту: магазин, аптека, дом. Но через неделю он снова поймал ее на том же месте. Кафе «Огонек», тот же мужчина, тот же конверт. На этот раз Игорь успел сделать пару снимков на телефон, хотя лицо незнакомца разглядеть не удалось. Слишком темное стекло и плохой угол. Он чувствовал себя Шерлоком Холмсом, только вместо трубки у него был термос с остывшим кофе и растущее чувство злости. «Кто этот тип? Что она скрывает?» – спрашивал он себя, сидя в машине после очередной слежки. Простого объяснения не находилось. Вера Петровна никогда не казалась человеком, который мог бы влипнуть в неприятности, но ее поведение говорило об обратном. Игорь решил копнуть глубже. У него был старый приятель Дима, который когда-то работал в ЧОПе и хвастался, что может найти что угодно о ком угодно. За бутылку коньяка Дима согласился помочь. «Ты серьезно? Тещу свою пасешь?» – ухмыльнулся Дима, когда Игорь показал ему фото. «Серьезно. Мне надо знать, что она задумала», – отрезал Игорь. «Эта старая ведьма хочет разрушить мою семью, я уверен». Дима пожал плечами и взялся за дело. Через несколько дней он позвонил. «Твой мужик в пальто. Не бандит и не любовник. Зовут его Сергей Викторович Ковалев, адвокат. Работает в конторе на Лесной улице. Что твоя теща с ним мутила, не знаю. Но деньги точно не мелочь. 1100, судя по толщине конверта». Игорь поблагодарил и повесил трубку, но внутри все кипело. Адвокат? Зачем теща адвокат? Развод Лены с ним? Или что-то еще более гадкое? Он решил пойти ва-банк. На следующей встрече в кафе он припарковался неподалеку и дождался, пока Вера Петровна выйдет. Потом догнал ее на улице, под холодным ветром, который трепал ее шарф. «Вера Петровна, нам надо поговорить», – начал он, стараясь держать голос ровным. Она обернулась, прищурилась. «О чем это?» «О вашем дружке в кафе. И о деньгах, которые вы ему суете. Что вы задумали?» Ее лицо побагровело. Она шагнула к нему так близко, что он почувствовал запах ее духов, резкий, как ее характер. «Ты что, следил за мной, щенок?» – прошипела она. «Да как ты смеешь лезть в мои дела? Параноик несчастный! А вы объясните, зачем вам адвокат?
– рявкнул Игорь в ответ. «Лену против меня настраиваете, да? Или долги свои прикрыть пытаетесь?» Вера Петровна ахнула от возмущения, стукнула тростью по асфальту и ушла, бросив напоследок: «Дурак ты, Игорь, и всегда им был». Он смотрел ей вслед, сжимая кулаки. Это был не конец. Он найдет правду. Дома атмосфера стала невыносимой. Лена, узнав о ссоре от матери, устроила Игорю разнос. «Ты совсем с ума сошел? Маму обвинять в чем-то? Она всю жизнь для нас старалась». «Старалась?» – огрызнулся Игорь. «Тогда пусть скажет, зачем ей адвокат и 100 тысяч в конверте». Лена побледнела, но ничего не ответила. Впервые за 3 года она выглядела растерянной. Через неделю все раскрылось неожиданно. Вера Петровна сама пришла к ним домой. Редкость, учитывая, что обычно она ждала, пока ее пригласят. В руках у нее был тонкий портфель, а взгляд тяжелый, как свинец. Она села на диван, посмотрела на Игоря и Лену и сказала: «Хватит этой ерунды. Расскажу все, раз ты, Игорь, такой любопытный». Она открыла портфель и вытащила документ. Завещание. Игорь почувствовал, как кровь отхлынула от лица. Вера Петровна продолжила: «Этот адвокат – мой старый знакомый. Я попросила его оформить бумаги. Все, что у меня есть – квартира, дача, сбережения – после моей смерти достанется тебе, Игорь». Лена ахнула. Игорь замер, не веря своим ушам. «Мне?» – выдавил он. «Вы же меня терпеть не можете». Вера Петровна усмехнулась, но в ее глазах мелькнула тень грусти. «Не могу. Это правда. Но Ленка моя. Она мягкая, доверчивая, как ее отец был. А ты упрямый, пробивной. Единственный, кто сможет ее в узде держать и не дать пропасть. Я тебя проверяла, дурака кусок. Хотела понять, насколько ты за нее биться будешь». Игорь открыл рот, но слова застряли. Вера Петровна встала, бросила завещание на стол и добавила: «Только не думай, что я теперь добренькой стану. Ты мне все равно не нравишься. Но дело свое знай». Она ушла, оставив за собой тишину. Лена посмотрела на мужа, потом на документы и тихо сказала: «Игорек, ты как?» Он только покачал головой. Ненависть к теще не исчезла, но теперь к ней примешивалось что-то еще. Уважение? Или просто шок? Он сам не знал. Одно было ясно – Вера Петровна обыграла его по всем фронтам.